Здравствуйте, мои друзья! Скоро Новый год, и я хочу предложить вам приготовить быстрый и очень вкусный торт карамельный. Готовится он буквально 30 минут. Для бисквита нам понадобится 3 яйца, взбить при помощи миксера до состояния мыльной пены. Это буквально 2-3 минуты. Также добавляем мы вареное сгущенное молоко. Баночка у меня 390 грамм. 90 грамм я отложила для крема, оставшиеся 300 грамм мы выкладываем в миску с яйцами и при помощи миксера все размешиваем до однородности. Также нам понадобится 100 мл растительного масла без запаха. Его можно заменить 100 граммами растопленного сливочного масла. Это наши жидкие компоненты. Сухие компоненты: 200 грамм мука и чайная ложка разрыхлителя. Просеиваем их в миску к жидким компонентам и при помощи миксера все перемешиваем. Можно это сделать ложкой. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Противень у меня стандартный, 30 на 40 сантиметров. Я его выстелила пекарской бумагой. Если вы не уверены в качестве вашей пекарской бумаги, смажьте ее предварительно растительным маслом. Выкладываем наше тесто на противень, разравниваем его ровным слоем. Духовка у меня разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будет печься наш бисквит до готовности 6-8 минут. В моей духовке он пекся 7 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Перекладываем бисквит на решетку, даем ему остыть. Я еще его вытащила на балкон, чтобы он быстрее остыл. Остывший бисквит переворачиваем на лист чистой пекарской бумаги. Лист, на который пекся бисквит, снимаем и обрезаем неровные края. Обрезки не выбрасываем, они нам пригодятся. Мы из них сделаем крошку для оформления нашего торта. По длинной стороне нарезаем бисквит на 3 ровные части. Получается примерно 30 на 12 сантиметров такие прямоугольники. Обрезки измельчаем в крошку. Я это делаю при помощи блендера. Посмотрите, какая у нас красивая рыжая крошка получилась. И теперь нам нужно приготовить крем. 250 грамм холодного маскарпоне, 250 миллилитров холодных жирных сливок, у меня 38%, и 90 грамм отложенной сгущенки. Все взбиваем при помощи миксера в кремовую массу. Взбивайте осторожно, следите, чтобы не перевзбить крем. Вот такой крем у нас получился пышный. Треть я откладываю в отдельную мисочку. Он нам понадобится для оформления нашего торта сверху. Оставшиеся 2/3 крема мы будем прослаивать наши бисквитные коржи. Я выкладываю крем на бисквитный корж при помощи кулинарного пакета. Мне это удобно делать, слои получаются более ровные, но вы можете, если у вас нет пакета, просто ложкой выкладывать крем и размазывать. Как видите, блюдо я выстелила полосками пекарской бумаги, чтобы после того, как мы соберем торт, наше блюдо осталось чистым. Украшать торт вы можете по своему желанию, по своему вкусу. Я предлагаю вам вариант, который нравится мне. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Как видите, готовится все просто. Тесто готовится 5 минут. Бисквит печется 7 минут. Крем взбивается 2 минуты. Остальное время на сборку торта. Обсыпаем бока нашей бисквитной крошкой. Я еще по периметру при помощи насадки из крема делаю такой бордюрчик из розочек. По-моему, это выглядит очень симпатично. И сверху высыпаю оставшуюся бисквитную крошку. А сейчас посмотрите, я уберу полоски пекарской бумаги, и вы увидите, какое чистое блюдо у нас остается после сборки. Готовый торт нужно убрать хотя бы на пару часов в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей можно украсить его ягодами. И сейчас мы тортик разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Режется он прекрасно. Посмотрите, какой красивый кусочек. Видны слои бисквита, крема. Он мягчайший. Пробуем. Друзья мои, это очень вкусный и неприторный торт. Приготовьте. А мне остается вам пожелать, чтобы ваши новогодние праздники были мирными, здоровыми и очень вкусными.